Здравствуйте, друзья! Сегодня рассматриваем ситуацию, когда кошка кашляет, как будто подавилась. Она припадает к полу, вытягивает голову вперед, кашляет, а потом сглатывает. Рассмотрим основные причины и что мы можем сделать в домашних условиях, а когда нам нужно обратиться к доктору. Первая причина. Действительно, кошка подавилась. Допустим, накануне вы давали рыбку, попала кость, и она пытается избавиться от этого инородного предмета. Кашляет, слюнотечение может быть, пытаться помочь себе лапкой. В этом случае мы фиксируем кошку. Можно использовать обычное полотенце, запеленать ее, чтобы она не травмировала ни себя, ни вас. И при хорошем освещении у окна или подсвечивая фонариком исследуем пасть. Если кость видна, извлекаем ее аккуратно пинцетом. Это можно делать в том случае, когда кошка домашняя, не выходит на улицу, потому что соблюдайте технику безопасности. Уличная кошка с такими симптомами сразу бешенство. Это не обязательно бешенство, но помните о том, что бешенство может так проявиться, а бешенство опасно для человека. Тут без доктора не обойтись. Второй момент. Шерсть. Кошка вылизывает себя, частицы шерсти сбиваются в комочек, раздражает слизистые, вызывает кашель. И кошка может кашлять до рвоты. Вот эти комки шерсти выходят со слизью. Если такое наблюдаете, ухаживайте правильно за кошкой. Вычесываете шерсть при помощи пуходерки, фурминатора, микроклимат меняете. Может быть жарко у вас в помещении или сухой воздух. Обратите внимание на питание. Анальные железы проверьте. Есть ли стресс? Вот эти вот все факторы нужно проанализировать. Третье. Глисты. Некоторые глисты, когда мигрируют по организму, переходят через легочную ткань и могут вызывать кашель. Ну, тот же токсокороз. И кошке нужно откашлять личинки, чтобы они продолжили свой цикл. Вспомните, когда и чем вы обрабатывали, какой препарат, действует ли он на круглых глистов, именно на токсокару. Если давно обрабатывали, повторите обработку. Если препарат какой-то использовали подозрительный, сделайте обработку правильно. Какие препараты использовать, у меня есть отдельная статья, ссылку в описании я оставлю. Аллергия. Может быть, какие-то духи вы новые купили. Используйте Мистер Пропер или Доместос для уборки в помещении. На это все кошка может реагировать, и реакция проявляется вот таким покашливанием. Цветение вот весной, летом, осенью, когда амброзия появится. Пыльца попадает в дом, может провоцировать кашель. Аллергия и самая тяжелая стадия астма. Это когда уже постоянно покашливание. Какой-то аллерген может вообще изменить работу иммунной системы, и у кошки развивается астма. В этом случае мы не обойдемся без исследования. Нам нужно обратиться к доктору, сдавать кровь на анализ и уже потом выяснять, есть ли астма или нет. Если есть, тогда доктор расписывает лечение, и вы его применяете. Шестое. Болезни сердца. Иногда у кошек бывает такое. Может быть, врожденные патологии, приобретенные, но когда есть нарушение работы сердца, это может проявляться кашлем. Тут нужно обратиться к доктору, сделать снимок, УЗИ, может быть, эхо, рентген-снимок, понять, в каких параметрах сердца, есть ли какие-то осложнения и сопутствующие болезни. И потом уже принимать решение, как можно вылечить это или помочь кошке улучшить качество жизни. Следующий пункт – осложнения. Осложнения от других заболеваний. Допустим, развивается новообразование, может поражаться легочная ткань, развиваются бронхиты, развивается пневмония, последствия каких-то инфекционных болезней. И тогда мы будем тоже видеть кашель. Но попутно еще повышение температуры, угнетенное состояние, выделение из глаз, из носа, понос, рвота, что-то еще будет, какой-то симптом. Ну вот я вам перечислил основные признаки кашля у кошки, как будто она подавилась. Проанализируйте это, сделайте выводы. Если получится, помогите кошке самостоятельно. Если нет, обращайтесь к доктору. Нужна консультация, ссылка будет в описании. И послушаем теперь нашего эксперта. До новых встреч, друзья. Пока-пока. А про одну важную причину забыл сказать, почему котики могут кашлять. Вот в прошлом году у нас гости были, летом дело было. И один из них вышел на балкон перекурить. Стоит он, курит, выпускает дым, и так ему вкусно. А я в это время тоже на балконе находился. Дышал свежим воздухом, наблюдал за птичками и подумал, вот если ему так приятно, да и я вдохну, может и мне понравится. Вот этот дым вдохнул, а потом как слезы у меня пошли, как начал чихать и кашлять. И зачем я это сделал? Потом еще несколько дней у меня в горлышке першило. Так вот, это причина. Курение влияет на котиков в том числе, и они могут кашлять, особенно если курят в помещении, где живут котики. Поберегите здоровье ваших питомцев, не курите в помещении. Вот, совет от Сэмыча.